Уважаемые коллеги, в нашей статье мы показывали, что прилагаемый вновь открытый метод исследования растворов, то есть с помощью полариметрического радиолокатора, позволяет оценивать работу и трубопроводов, и насосов агрессивной жидкости, бесконтактно, разумеется. Понимание, ну и впечатление, скажем так, все эти утверждения не вызвали, поэтому я попытаюсь не рассказывать долго, а просто показать. Я сейчас нахожусь в своей собственной такой станции водоподготовки, которая обеспечивает фильтрацию, аэрацию, всевозможную очистку поступающей воды. Это очень важное дело. И используется в ней эрлифтный насос, открытый еще в конце 18 века и широко используемый в промышленности. Ну, аквариумисты его используют. Но мало кто знает, что это устройство великолепно очищает поступающую в дом воду. Я покажу примерно так вот он выглядит. То есть очень простое устройство, без всяких движущихся деталей, то есть вертикальная трубка, находящаяся в баке. Внизу находится фильтр, который задерживает всякие загрязнители. А по вот этой тоненькой трубочке поступает воздух, который пузырьками поднимается вверх, увлекает за собой воду, и происходит непрерывная циркуляция воды в баке, в результате чего и происходит очистка. Естественно, контроль этого насоса достаточно сложен, потому что он работает в условиях высокого загрязнения. Это обычно для аэрлифтных насосов. И всякого рода здесь механические устройства довольно быстро загрязнятся тоже. Нужно будет их обслуживать. Поэтому вот здесь, например, бесконтактный метод будет иметь вполне осмысленное применение. Но не только для домашних, конечно, условий, в основном в промышленности. Особенно там, где идет работа с агрессивными средами, с какими-то веществами опасными, находящимися при высокой температуре и так далее, и так далее. То есть речь идет о полностью бесконтактном методе анализа этого процесса, который происходит внутри трубопровода, бака, насоса и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, это важно, но пока, как говорю, результатов особенно нет. Давайте включим насос. Вот здесь у меня находится компрессор 20 Вт, который постоянно прокачивает воздух. В частности, в этом баке и находится эрлифтный насос. Я немножко попозже покажу, как он непосредственно работает, то есть что там происходит. Особенность его работы в том, что происходят периодические пульсации, то есть вода выбрасывается наверх порциями, вот во все остальное время идет накопление воздуха. Вот характерный такой звук. Сейчас мы посмотрим на этот насос, а после этого мы подключим нашу аппаратуру и попробуем бесконтактно, полностью бесконтактно, в этом баке произвести измерения и показать осциллограммы его работы. Ну а вот, собственно, работа эрлифтного насоса. Зрелище может быть не очень симпатичное, но работает он великолепно. То есть он сейчас поднимает очищенную аэрированную воду и выбрасывает ее обратно в бак через сеточку, на которой тоже остаются следы солей жесткости. Вот, все это дело очищается. Вот, ну, обратим внимание, что у него периодические выбросы этих порций, причем эти периоды не совсем равномерны. Вот, а потом какой-то идет в баке затухающий колебательный процесс. Но это не видно там, как болтается все это дело. Но поверьте. Все. Итак, сейчас мы видим работу эрлифтного насоса на экране осциллографа, соответствующие кривые. То есть все эти выбросы воды, движение пузырьков и прочего отображаются в виде вот такого вот колебательного процесса. Вот. У меня в данном случае антенна, я немножко попозже покажу, сейчас, наверное, плохо видно,
Вот, она прикреплена с помощью все того же скотча к баку, вот, и идет полностью бесконтактное измерение. Для того, чтобы убедиться, что мы действительно фиксируем работу насоса, а не что-то другое, я сейчас его выключу, и мы увидим затухающий процесс, потому что движение пузырьков в баке, движение жидкости и так далее, не могут остановиться моментально. Внимание, я сейчас выключаю. Выключен. Еще продолжаются колебательные движения. Затухают. Ну вот практически затухли. Все, насос выключен. Теперь давайте рассмотрим записанный процесс несколько более детально. Мы видим более-менее установившийся колебательный процесс, на фоне которого фиксируются выбросы, идущие с неравными периодами. Это как раз те моменты, когда насос выбрасывает порцию жидкости. В остальное время идут колебания, обусловленные пузырьковым всем этим эффектом и волнами, возникшими в баке, ну и смещениями жидкости, которые обусловлены именно работой насоса. Так как период выбросов не обязательно совпадает с периодом этих колебаний, то есть не кратный, то выброс может быть в одну, в другую сторону. Естественно, он может попасть в фазу, в противофазу, и таким образом получится вот такая вот разная форма их. В общем, таким образом можно будет проверять, то есть непрерывно контролировать работоспособность системы. В том случае, если, допустим, забивается фильтр, его нужно менять, то амплитуда этих выбросов, естественно, уменьшится, и период между ними увеличится. Если вообще насос прекратит свою работу, ну, допустим, вследствие отсутствия подачи воздуха, то процесс вообще трансформируется в прямую линию, грубо говоря. То есть мы бесконтактным образом контролируем работу насоса, и вполне возможно создание автоматического контроллера, который будет выдавать сообщения о работоспособности, качестве работы, отказах, аварии и так далее, и так далее. Причем все это будет делаться абсолютно бесконтактно. Ну, для таких задач домашнего хозяйства это, наверное, не очень существенно. А вот для промышленности, когда идет контроль какого-то непрерывного технологического процесса, это, я думаю, очень-очень важно. Таким образом, мы, как авторы, можем предполагать, скажем так, что возможность контроля подобных устройств с помощью полиметрического радиолокатора дециметрового диапазона на базе вновь открытого физического эффекта нами доказано. Ну, строго говоря, новый открытый физический эффект – это, наверное, всего лишь развитие идеи великого Майкла Фарадея, поэтому нужно быть несколько, сдержаннее, что ли. Вот. Будем надеяться, что предложенные вещи найдут применение, кому-то, во всяком случае, будут полезны. Хотелось бы в это верить.